Приветствую, дорогие друзья! Начинаем вязать кобру. И начать я решила вот с этого хвостика, так как некоторые мастерицы, я думаю, все-таки решат вместо спиц использовать крючок, и чтобы была возможность уже вязать дальше. Поэтому начинаем с вот этого хвостика. У меня это будет темно-фиолетовый цвет. Итак, первый ряд, 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем колечко. И вяжу обычным методом галочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Сейчас возьму маркер. Так. Все, начало ряда отметили. И продолжаем вязание. Второй ряд у нас будет 6 прибавок. Хвостик я буду ввязывать. Первая, прибавка, вторая, прибавка, третья, прибавка, четвертая, прибавка, пятая, прибавка и шестая прибавка. У нас получается 12 петелечек. Третий и четвертый ряд вяжем 12 столбиков без накида, просто по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так продолжаем до конца ряда, и затем еще четвертый ряд. Провязала третий и четвертый ряд. Дальше пятый ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 6 раз. 1 столбик, первая, прибавка, второй столбик, вторая, прибавка, третий столбик, третья, прибавка. Продолжаем. Шестой столбик, шестая, прибавка. Закончили с вами пятый ряд. Получается 18 петелечек. Теперь с 6 по 11 ряд включительно провязываем 18 столбиков без накида. Провязала, так получается. Следующий ряд 12. 5 столбиков без накида, прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5,
5, первая прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, вторая прибавка. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, третья прибавка. Провязали с вами 12 ряд, 21 петелечка. Дальше с 13 по 18 ряд включительно вяжем 21 столбик без накида. Довязала 18 ряд. Дальше продолжаем 19. 6 столбиков без накида прибавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вторая прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последняя прибавка. Это был 19 ряд, провязали 24 петелечки получается. Теперь с 20 по 22 ряд включительно вяжем 24 столбика без накида. Довязала 22 ряд. Продолжаем дальше. 23, 7 столбиков без накида прибавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, первая прибавка, 1, 2, продолжаем, 6, 7 и последняя третья прибавка. Провязали 23 ряд, 27 петелечек. Следующий ряд 24 вяжем 27 столбиков без накида. Провязала. Следующий ряд 25, 8 столбиков без накида прибавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, первая
прибавка. 1, 2, продолжаем, 7, 8 и последняя, третья прибавка. Провязали 25 ряд, 30 петелечек, 26 и 27 ряд вяжем 30 столбиков без накида. Я довязала. Теперь делаю соединительный столбик и ниточку обрезаю и оставляю длинный хвостик для пришивания. Вот такой хвостик получился. Я сейчас буду вязать тело спицами. Если вы решите вязать полностью крючком тело, то я бы рекомендовала еще сделать несколько прибавок по ходу вязания, потому что вот разница между вот хвостик, например, толщина, и уже само тело, оно идет более, такое потолще, пообъемнее. Поэтому я бы, наверное, если вязала крючком тело, то сделала бы еще как минимум прибавки 3, а то и 4. Вот, но вы там посмотрите, как вам больше понравится. И сейчас я беру спицы круговые 2,5 и буду вязать тело. Ниточку для вязания тела я буду использовать вот такого светло-фиолетового цвета. И набирать буду на спицы обычным способом 155 петелечек. Для этого я оставляю где-то 1,5 метра хвостик. Вот. И буду набирать петелечки. Сейчас покажу. Ниточки вот таким способом складывая. Длинный хвостик, который у нас отрезок, вот этот остается, вот идет сюда к левой руке, вот, а из моточка вот сюда через указательный палец. Это для тех, кто может первый раз решит попробовать вязать спицами. Набирать я буду на одну спицу, но свободно, не затягивая. И использую круговые, так как количество петель будет достаточно большое. И набираю самым обычным способом. То есть подхватываю вот здесь ниточку. И вот так. И теперь уже не сверху, а снизу. Вот. И вот вторая петелечка, третья, четвертая, пятая. Главное следить, чтобы были не затянуты вот здесь вот петелечки. Когда вяжете первый раз, я помню, я вязала первый раз, и петли так затянуты, все туго очень. Просто нужно немного практики. Вот, и таким способом набираю 155 петелечек. Вот я набрала 155 петелечек, остался такой небольшой хвостик. Теперь я буду вязать изнаночной гладью. То есть одна сторона у нас полностью будет изнаночными петелечками провязана, а вторая лицевыми. Начинать я буду сразу с изнаночных. Количество рядов я в принципе не считаю. Я вяжу на высоту 5 сантиметров. Вот. Первую петелечку и последнюю это кромочные. Это для тех, кто не вязал спицами. Кромочную снимаю первую. Вот. Изнаночные петелечки провязываю вот таким образом.
спицу под ниточку, в петелечку. Одна. И так продолжаем. Есть разные методы вязания. Это классический, есть бабушкин, поэтому вам каким методом удобнее, способом, это не принципиально. Еще раз вот так, вот так. И вяжу так до конца ряда. Еще хотела пояснить кое-что. Это изнаночный ряд я буду довязывать сейчас. Хотела пояснить, откуда высота 5 сантиметров у меня. То есть я беру хвостик, который мы связали, прикладываю, и по широкой вот этой стороне получается 3 сантиметра. То есть в окружности получается 6 сантиметров. Так как я вяжу вот это одним полотном, и с одной стороны здесь получается будет переход с изнаночной глади на лицевую, а с другой стороны шов будет. Получается, для того, чтобы сшить полотно, нам необходимо оставить на припуске с двух сторон по полсантиметра. То есть считаем 6 сантиметров окружность нам нужна и сантиметр припусков, это 7 сантиметров. Я вяжу таким образом, что 2/3 вот этой ширины высоты это спинка, а 1/3 это животик, ну, чтобы он был тоненький. Поэтому я вот эти 7 сантиметров своих полотно по окружности, которое я буду сшивать, я делю на 3. И у меня получается 5 сантиметров мне нужно провязать спинку, это я буду изнаночными вязать, и 2,5 сантиметра это животик. То есть если вы используете пряжу там потолще или потоньше, не имеет значения, вы вымеряете, то есть вот этот вот хвостик померяйте, добавьте сантиметр на шов и разделите на 3, ну, приблизительно там плюс-минус, чтобы животик был тоненький 1/3, а 2/3 вот этой вот ну, ширины или высоты этого полотна, чтобы это была спинка. У меня это будет 5 сантиметров, поэтому вот я и назвала эту цифру. Надеюсь, не запутала. Если вдруг будут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я разъясню. Продолжаю вязать изнаночный ряд. Вот довязываю первый изнаночный ряд. Хотела показать. Буквально несколько петелечек. Так, вот остается 2. И последнюю всегда провязываю изнаночной. Не имеет значения, в каком ряду, в лицевом или в изнаночном, но последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Довязала, разворачиваем полотно. И следующий ряд у нас будет лицевые петелечки. Первую кромочную снимаю, покажу. Есть тоже разные методы, я здесь не заморачиваюсь. Вот эти стороны, они все равно будут вшиваться. Одни с хвостиком мы будем сшивать, а другую сторону с капюшоном. Поэтому красота вот этих кромочных петель здесь, в принципе, ну, не так уж важна. Аккуратность, конечно, важна всегда, но если вы никогда не вязали и сейчас заострять на этом внимание, ну, можно не заострять. Вот что я хотела сказать. Так, лицевые. Я подхватываю вот за переднюю стеночку. И вот так вот петелечка снова снизу вверх подхватываем и вот сюда. Таким образом
продолжаем вязать. Если вы спицами никогда не вязали, я вот просто помню себя, когда я начинала вязать, думаю, да, мне крючка хватит, спицами заморачиваться, как-то все вроде бы сложно как-то. Но потом в какой-то момент все-таки решила попробовать. Мне очень понравилось, да, конечно, время пришлось потратить, чтобы не были и петелечки там затянуты, перетянуты, ну, немного времени, скажем так. Но я абсолютно не жалею, и вот очень бы тоже хотела вам порекомендовать все-таки попробовать, потому что это, скажем так, расширит возможности ваши. Вы сможете вязать и одежду там, для тех же игрушек и вообще и для себя даже, ну, не только крючком, а там элементы всякие разные добавлять. Ну, то есть уже, скажем так, круг возможностей у вас, ну, существенно расширится. Вот, поэтому, если у вас есть такая возможность, все-таки попробовать уделить немного внимания вашего, ну или кому-то много внимания. В любом случае, это очень интересно и полезно. Полезно во всех отношениях. И в плане здоровья, кстати, тоже. Потому что, когда обучаемся чему-то новому, особенно тому, что раньше не делали или как-то мало делали, не знаю, раз, может, не получилось и бросили. Вот, то есть новое это всегда хорошо, это расширяет возможности и добавляет качество. Поэтому смотрите, конечно, как вам больше нравится, но все-таки я просто по себе помню, как я не хотела спицами учиться, и не жалею, что все-таки решила попробовать. Итак, продолжаем вязать лицевой ряд до конца. Довязываем лицевой ряд. Несколько петелечек еще остается. Одна, вторая и кромочная в лицевом ряду. Ее все равно провязываем изнаночной. Вот так получается. Снова повернули полотно. В изнаночном ряду провязываем изнаночными, в лицевом лицевыми. И вот эти два ряда мы повторяем. Кромочную первую снимаем, провязываем ряд, а последнюю провязываем изнаночной. И продолжаем вязать. Я буду вязать, напомню, на высоту 5 сантиметров. Ну, а вы уже, исходя из своих расчетов, провязывайте 2/3. Напомню, потом будет переход на животик. Встретимся, когда провяжу полностью высоту 5 сантиметров. Если я вдруг что-то непонятно объяснила, рассказала, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях. Я провязала 5 сантиметров изнаночной гладью. Вот так выглядит. Сейчас покажу. Вот 5 сантиметров. Теперь буду переходить на белую ниточку и вязать 2,5 сантиметра уже лицевой гладью. Для этого я прикрепляю ниточку. Да, закончила я лицевыми петлями, то есть лицевой ряд у меня был последний. Для того, чтобы животик сейчас начинать вязать, тоже лицевыми петелечками.
Сюда прикреплю ниточку, привяжу. Вот таким образом. Сиреневую ниточку обрежу. Оставляю хвостик, потом закреплю. И теперь начинаю вязать лицевой гладью, чтобы спинка была вот как чешуйками получается, а животик будет вот такими полосочками. И сейчас кромочную я в этом ряду не снимаю, а провязываю лицевой. Вот так. Провязала, подтянем сиреневую и продолжаю дальше уже лицевыми петелечками вязать. И получается, что белой ниточкой, когда я вяжу, там, где были изнаночные, теперь будут лицевые. Ну а на обратной стороне наоборот. И вяжу все точно так же. Сейчас довяжу до конца ряда и затем покажу изнаночный. Заканчиваю провязывать лицевыми петелечками первый ряд животиком. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание. И здесь теперь, где у нас были сиреневые лицевые, здесь у нас будет изнаночный, изнаночными петелечками. Теперь буду вязать животик. Первую кромочную снимаем и вяжем ряд изнаночными. Вот таким образом. Продолжаем так до конца ряда. Вот уже заканчиваю изнаночный ряд. Сейчас несколько петелечек осталось. И вот эту тоже последнюю изнаночной. И сейчас покажу, как получается переход. Тут, конечно, еще не очень хорошо видно из-за того, что мало провязано. Ну, переход получается вот такой рельефный. И теперь я буду вязать вверх 2,5 сантиметра животик, повторяя все те же самые ряды. И встретимся, когда будем закрывать петли. Заканчивать я буду животик изнаночным рядом, а потом буду закрывать петли. Провязала животик 2,5 сантиметра. Сейчас покажу. Вот. Теперь необходимо закрыть вот эти петелечки. И сейчас мы это и сделаем. Я закрываю петелечки лицевыми за заднюю стеночку. То есть передняя, вот которая ко мне ближе, я закрываю за задние. Для этого я подхватываю 2 петелечки и вот таким образом провязываю. Петелечки вот эти не затягиваем, так как с этой стороны край такой достаточно мягкий, эластичный, чтобы здесь не было сильно стянуто. Эту петелечку возвращаем на спицу
Вот так. И снова через 2 вот это и следующее. Подхватываю и закрываю. Петелечку не затягиваю. И так продолжаем до конца ряда. Сейчас я несколько петелечек закрою, чтобы показать, как выглядит край. Сейчас вот еще одна и вторая. Сюда верну. И вот так вот будет выглядеть край. Сейчас я подальше, чтобы было лучше видно. Вот. Закрываем петелечки таким же образом до конца ряда. Я когда буду довязывать до конца ряда, включу, покажу, как получается. Осталось закрыть несколько петелечек буквально. Так, одна, вторая. Третья и последняя. Закрываю. Здесь ниточку я обрезаю и вот так закрыла. Так, вот эти ниточки сейчас закреплю вместе с сиреневой тоже, чтобы все крепенько держалось. И вот такое вот тело получилось. Вернее, это еще не тело. Тело мы будем с вами сшивать в дальнейшем. И вот так выглядит. Сейчас возьмем хвостик, который мы связали, и проверим. Посмотрим приблизительно, как будет выглядеть. Здесь еще мы сошьем, потом вывернем. Ну, приблизительно будет вот так со стороны животика. И вот так вот со стороны спинки. Итак, мы связали с вами 2 детали в этом видео. Я надеюсь, у вас все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Будем разбираться, чтобы все было понятно, чтобы все получалось. Благодарю вас еще раз за поддержку. Мне очень приятно. Столько комментариев, столько добрых слов. Очень приятно, очень ценно для меня. Благодарю. Я надеюсь, мастер-класс вам понравится, и все будет понятно, и все у вас получится. Итак, в следующих видео будем продолжать. Мастер-класс я постараюсь не затягивать, и в ближайшее время продолжим с вами. Благодарю всех. До встречи. Пока-пока.